миллионы гектаров лесного массива и тундра, красивейшие долины с кристально чистыми реками и озерами, самые высокие вершины Урала. Это приполярный Урал. Половину жизни я мечтала побывать в этих местах и увидеть своими глазами царицу Уральских гор Манарагу. К этой мечте я приблизилась летом 2026 года. Познакомилась с Иваном, а потом и с его женой Викой, которые, как и я, путешествуют и снимают про это фильмы. Их канал называется «По Уралу и Сибири». Мы решили совершить пешеходное путешествие в эту дикую и суровую природу. А когда я отправлялась в это путешествие, я даже не предполагала, насколько оно изменит мою жизнь. Из своего маленького купеческого городка Кунгур я отправилась в Пермь, откуда был мой поезд, который должен был меня и Ивана с Викой доставить в Киров. Иван, Вика, все, встретились. В Кирове мы прождали поезд пару часов и встретились с моим товарищем и зрителем моего канала Алексеем. Алексей пришел накормить нас. Далее нас ожидала пересадка на другой поезд, следующий до Инты, точки заброски на Вахтовке до начала нашего маршрута. Ехать нам примерно где-то сутки и 1 час. И потом нас ждать долгая ночь в ожидании Вахтовки. Но ребят предложили переночевать, так что, скорее всего, мы поспим там на полу где-нибудь, чтобы потом... Поспать. Да, поспим после заброски, чтобы немножко пройти еще и ставить лагерь уже. Алексей? По пути к началу маршрута я познакомилась с 2 группами туристов. Первая группа состояла из 2 человек – Никиты из Перми и Вовы из Екатеринбурга. Вторая группа из Кирова, состав 4 человека – Гриша, Наташа, Маша и Миша. Эти 2 группы вы увидите в моем сериале, ведь по итогу мы все будем попадаться по пути и ставить палатки рядом, что приведет к нашей неизбежной дружбе. Ну что ж, рюкзак сюда разместили на верхнюю полку, я сейчас на верхней еду. А вот моя уютная норка. Ну, конечно, поезд Киров был поинтереснее. Здравствуйте. Я ваш сосед. У вас пешка будет, да? Да. А у вас покрафт? И то, и другое. Крафты это надувные маленькие лодочки. Да. Я уже обратила внимание на ваши майки и на вашу груду вещей вот там. Да. Ты прям, знаешь, больше всех хочешь. Самое первое. Ждала этого момента. Ну все, даже с утра стоять. Сидеть там, я не знаю, лежать. Хотя бы заброску еще будем ждать 5 часов, поэтому... Какая разница? Будем рюкзаки разбирать, перебирать. А во сколько у вас? Так же, как и вас, мы вместе с вами эти заброски. Серьезно? Да. В душ сходим. В душ, да, сходить. Напоследок. Здесь работать будет. Там такая очередь. Ты, главное, слишком громко не говори, что есть душ. Уже много кто знает. Блин! Вода закончится, наверное. Закончится, потому что... Ты сказала, что мы первые? Да, я сказала, что очередь ко мне подходим, записываемся. Да. Мария Николаевна. Стоимость 200 рублей, да, с каждого. Тебе, да, еще комиссию. Нет, выпустите, пожалуйста, потом вы. Илья, чемодан бери. Мамуля, привет.
Так, держите нас. Тяжело очень. Катится еще. Еще катится, держите. Сейчас. Так, вот эту сумку держи. А где Василий Федорович? Сейчас будет. Ага. Мне чемодан там проходит. Так, все руки. Давай. Ой, это тут как тут высоко. Все, спасибо, девочки. Все. Подождите, я еще не уверена, смогу Вот ли. мы там машину поставили. Ой, спасибо. До свидания. Так, рюкзак где черный? Разрешите пропихнуть? Вот мы и добрались до Инты. Что, пойдемте? У группы из Кирова маршрут был пеший с подъемами на горы. У ребят Никиты и Вовы маршрут был тот же, что и у нас с Иваном и Викой. Общий километраж нашего похода был 268 километров, из которых пешая часть с рюкзаками 73 километра через 2 перевала и с подъемами на горы. Водная часть 120 километров по реке Косью. Река категорийная, на ней есть пороги, перекаты и шеверы. Считается самой порожистой на приполярном Урале. Они размножаются. Где-то тут, да, примерно. У вас тоже Дмитрий Васильевич Мензинов? 162 номер, да. Номер я не помню. 6 утра. Да, 162, да. Да, ну вы откуда будете? Мы из Мельхиора, Сежимского района. А вы? С ЕКБ, Пермь. Пермь. Да, наверх. Какой у вас маршрут? Уральск. Народная монорага и сплав по кофе. А нас так. Мы будем возле Большого Болтункова с нами. Все, Иван сдался. Так, это можно хоть на тело и одежду? Хоть куда. Да, гнус уже атакует. Самого вкусного, смотри, выбрали. Да, Вокруг как нас же все летают самые просто. вкусные. Самая горячая кровь. Самая вкусная. Дай мне тоже, пожалуйста. Красный поwerbank. Пауэрбанк ваш? Не, бери. Кто забыл? Да все уже, что ты будешь возвращаться? Сознается? Ну, вроде никто кроме нас там не был. А вот и наша вахтовка. Фу, блин, я съела одну. Доброе утро. Мужчины кому-то наверх надо будет залезть. Да, вещи не понимаете. Ты посмотри, опять она из-под тишка снимает. Меня можно снять? Можно, а зачем? Потом остановка каждые 2 часа. Это не экскурсионный автобус, а я выполняю только доставку вас до места. Оплата по приезду. Оплата по приезду. Компромат собираете, да? Так, ну и что? В принципе, вот кнопка вызова меня. Ладно. А вот каждые 2 часа по сколько минут останавливаемся? 5 минут? У кого как пойдет. У кого как пойдет. У нас вынужденная остановка. Еще чуть-чуть, мы были все практически на грани. Пакетики на месте.
Да, нажимай на кнопку быстро. И главное, я такая стою уже, я все уже не могу. Все тебе только спасибо скажут. Придумаем, кто следующую кнопку нажмет. Должен будет что-нибудь сделать. Должен что-нибудь делать? Сколько времени прошло? Час 20. Час 20. Ну, совсем чуть-чуть осталось. Всего-то 6 часов. 7. Странно вот это вот чудо. Ну что, вы готовы к страданиям? Давайте дружно. Да! Мы пошли к озеру ставить палатки. И потом пообедаем и потопаем дальше гулять. Вы обедать, да? Поживем. Поживем. Надо, говорит, оставлю. Практически все, с кем мы сегодня ехали в машине, дрыхли всю дорогу. Все с поезда. Палатку поставила. А вот с таким видом будет у меня красивым на озеро Баубанты. Сейчас пойду за водичкой. Немного у меня воды осталось питьевой, это не чай будет. Сейчас на гречку буду сегодня есть. Сейчас значит, гречку сублимированную с говядиной, грибами, томатами и сладким перцем. Но еще у меня колбасочка есть такая, протеиновый батончик и кофеек. Все, пошла к озеру. А, кстати, вот ребята здесь рядышком поставили палатку. Вот моя, вот их Иван и Вики. Это озеро Большие Баубанты. А нам потом завтра вот туда вот идти. Там одна группа уже выдвинулась. Они пораньше у них заброска была, сразу же после поезда ночного. Холодная. Я сразу же попить, наверное, возьму себе на дорожку. Сейчас пообедаем и пойдем на шахты посмотрим. Точнее, не на шахты, а там на заброшенные. Там. Ребята решили поспать после дороги и после обеда. Я тоже отобедала. Началась жара. Завтра тоже обещают жаркий день. Маша позвала сейчас с ними пойти поискать кристаллы. Мне также делать нечего. Лежать в палатке я точно не хочу, потому что там просто пекло сейчас. Солнце нагрело. Так что прогуляюсь, наверное, с ними. Нам вон туда вот идти. Не так уж далеко. Тихо, так тихо. Непривычно. Не нашла? Очки. Не нашла свои. Нашла Гришина очки. Маша, потеряша. Я говорю, что мне лучше идут, чем Гриша. Не идут. Ну кепка мне еще лучше пойдет. Я могу просто меняться на кепку. Когда будут громы, молнии, минус 10 на вершинах, вот тогда вот прикольно. Нет, не надо. Не приманивай. Мы любим. Вы же знаете, что с палками нельзя ходить, когда молнии? Да? Да, они Потому что приманивают. наконечник у них Да, они приманивают. приманивает. Лучше палки бросать, если молнии идут.
Ладно, спасибо за совет, я что не подумала об этом. О, да, вот она. Она уже маленько загулявшая. Она тут как-то рано, слушай, забродила. На то, что дождей не было, да? Я, честно говоря, морожку вообще первый раз вижу. Ты ее не ел ни разу? Нет, только первый раз мы познакомились. Ничего себе. Я все детство ее ела. Нет, без вполне. Запретный, запретный, да. О, там нет. Ну, можно. Так, ручей, ручеек. Какая она ледяная. Там, короче, на этом, на базе Желанной, мы когда въезжали, стоял синий Урал или красный, помню, Ага. такой свежепокрашенный. Его, короче, несколько лет назад, Заброшенный, да, когда? да, Да, несколько видела. лет назад сошел сель и примял, короче, эту машину. Ее недавно что-то покрасили, стало местной достопримечательностью. Ага. Здравствуйте. Все пошли работать на шахту. Я хотела это сделать. Ну давай, Аве Мария, как в видосах. Нужно закинуть туда внутрь. Она со всех сторон запаяна. О, давай попьем водички. Вы посмотрите, какая-то красивая. Это такое белое, блестящее. Кварцевый, да? Короче, очень хорошо охлаждает. Рекомендую. Когда он снизу выходит. Нужно все развалить неосторожным движением. Нет, тут газ садится. Чудится конец. Нет газа, нет отопления. Любопытно, для чего вот эта вот конструкция? Тут вагончик, кстати, его, скорее всего, зимой притащили. Видите, тут типа у него лыжи такие. Там раньше кто-то жил. Всякие цистерны. Тут что-то наподобие дома, что ли, сложили. Так вот, камни этих же пород, которые здесь находятся. Смотрите, это реально как домики из них сложили, только, естественно, все полуразвалившееся, может, даже недостроенное. Вот, смотрите, как интересно, да? Конечно, все разрушено. Какое-то грустное зрелище. Тут тоже такая цистерна. Скорее всего, также зимой была сюда привезена. Так, вот у нее сани идут. Все зимой завозилось. Ставим. Сейчас, короче, какие-то силы зла выберутся наружу и заполнят мир. Да. Не открывает. А, ну запаяно. Не открыть. А тут, короче, держали каких-то злобных существ. В этих ящиках их перевозили. Их тут вырастили вот в этом амбаре, да?
Типа, знаете, в Юрском парке, да, выращивали этих. И вот их перевозили так. Пока однажды одна особь не вырвалась наружу и всех не поседала. Я какой-то странный звук слышала. Где? Ты слышал? Я слышала, тут кто-то рычал. Это последняя выжившая особь, остальные разбежались по всему миру. 100 рублей, я расскажу полную информацию обо всех особях. Как тут интересно. Так. Ну что, насколько заправляться будем? Литров. 70 литров. Так, не меньше 90 литров в одни руки. Так, Вот. пиво. Это пиво. А, пиво? Где это? Когда все склад. Давай. Открывай. Ну, Будем с пить. собой. Да. Еще канистру мне напомните, пожалуйста. Мгм. Электроды. Это изображение этого. Повелитель, это ты, если ты смотришь. О, ничего себе, тут пошло дело. Так, нет, это, мальчики, не смотрите, еще 18 нет. Ты посмотри, глаза загорели. Так жутковато, как будто реально какая-то такая лаборатория. А вот там вот в этих ящиках всякие подопытные особи неведомых чудовищ находятся. Все так заброшено. Как будто какое-то такое чудовище взяло и вырвалось наружу и всех съело. Какой прохладный. Конечно, все сгнило. Солнце к закату идет, надо успеть спуститься, чтобы помыться. Голову уж не буду мыть, я помою ее на вокзале. Так чисто полоснусь, чтобы пот смыть, и все. На ужин, наверное, супчик себе сделаю. Я там положила грибной суп, тоже сублимированный. Я еще не пробовала ни разу, тоже попробую. Гречка мне очень зашла. В прошлый раз она так среднячком мне показалась. В этот раз я просто воды как надо налила. Ребята, в общем, решили наверх подняться, а я уже не пойду. Потому что я хочу успеть окунуться в озеро. Там и так вода холодная, пока вот солнце еще есть, чтобы не замерзнуть. Вот, такой у меня план. Так что я спущусь, быстренько схожу, окунусь, одену флисовую термушку и буду наслаждаться укусами гнуса.
Я уже залезла в палатку, потому что там комары начали атаковать. Мошки куда-то исчезли, комары появились. Да и как-то прохладно стало. Надо все-таки уже, наверное, ложиться отдыхать, несмотря на то, что время только 9 вечера. Но завтра рано вставать, позавтракать надо будет. Завтра обещают очень жаркий день, кстати. Позавтракать и двигаться. Нам нужно завтра будет преодолеть где-то порядка 16 километров плюс-минус до перевала Валдик. И под ним мы ставим лагерь. А послезавтра у нас чисто будет радиалка. Мы там же остаемся на этом перевале, возле перевала Валдика. У нас будет подъем на народную, наивысшую точку Уральских гор, 1895 метров. Это займет у нас целый день. То есть послезавтра мы завтракаем и топаем. Такой план. Сейчас, наверное, уже буду все укладываться. Кстати, не показала вам. Я рассказывала вам про свою новую палатку, аргумент Панталор, однушку. 4-сезонную. То, что здесь вот, видите, вот сеточкой 2 окошка сделали, но это для конденсата, чтобы он был, чтобы лучше было с конденсатом. Но я ее, когда протестировала в огороде, вот, получается, здесь окошко и вот здесь окошко. 2 одинаковых окошка. Это специально, чтобы воздух, поток хороший был. Но отсюда у меня, получается, шел холодный воздух. То есть здесь не пропускает ткань холодный воздух. Вентиляционные окошки тут сверху есть, если что, здесь тоже есть. Но здесь прям мне так дуло в ноги. И я приняла такое решение, то, что я сделаю заглушку. Если будет мне холодно, то я буду так вот закрывать. Если буду чувствовать, что холодный воздух идет. То есть вот на 2 молниях. Если будет душно, открыла. Если холодно, закрыла. Вот так вот это все решается, ребята. Очень удобно, я считаю. Почему холодный воздух поступает? Ну, потому что, смотрите, тут сейчас под уклоном, на самом деле, тут 10 сантиметров от земли. То есть у меня внешний тент без юбки. И холодный воздух поступает снизу, если ветер, допустим, да, к примеру. И таким образом через вот эти вот окошки попадает вовнутрь. Вот. То, что эта вентиляция, она нужна, необходима. Тут у меня получается, смотрите, 1, 2, 3, 4 вентиляционных окна есть. Там сверху у меня полотенце сушится. И плюсом, если что, вот здесь тоже сеточка есть, вентиляция. Нормально полностью. Закрыть, пока мне комары не залетели. Так, давайте посмотрим карту. Сейчас я нахожусь на озеро. На точке заброски, как у нас тут подписано. Озеро Большое Балбанты. Вот. И завтра вот так мы должны идти. Так, топ-оп-оп. Тут болотина будет одна. Тут еще болотина будет, надо будет как-то обходить. Тут тоже еще болотина будет, да, болотина еще, да. Короче, завтра будет очень сложный переход с болотиной. Тут получается, здесь еще плюсом ручей будет идти, сложное место очень будет. Старик Из и старуха Из. Между этими 2 горами идет ручей. И там вообще ужаснейшая дорога. Тут ручей, тут опять болотина. Вдоль Балбанью завтра пойдем. Опять ручей. И тут нужно будет перейти нам вброд. Истокол Балбанью реки. И здесь вот брод у ручья. И как раз таки здесь вот возле озера Тейс у нас завтра остановка. Это у нас получается 15,5 километров завтра надо пройти. Здесь перевал Валдик. Вот здесь мы становимся на завтра и на послезавтра вот возле этого озера. Да, а послезавтра мы уже пойдем непосредственно на народную. Ладно, все, отключаюсь. И до завтра. Всем спокойной ночи, кто ложится спать.
Пока, в принципе, идти нормально. Небольшая заболоченность была, но сейчас сухо. Посмотрим, что будет дальше. А у нас уже, слушай, иван-чай перестал цвести ведь. А тут он только-только начинается. Интересно. У нас в июне цветет, а тут в конце июля. Вот такие белые пушистые цветочки на Кольском. Пушится? Я даже не знаю, почему он так называется. На Кольском тоже таких много в районе болот. Где заболоченная местность. Верный пригород. Болотистый тундры. Ага. Вот бы оленей увидеть, да? Северный. Вот Девика, смотри, там маленькая. Пока хотибельно. Пока никто в трясине не утонул, и это уже прорыв. Сегодня один из самых сложных дней у нас. Длительный переход по жаре, самый жаркий день. А потом будет, конечно, сложный день через перевал Зигзаг переход. Вот речка Балбанью к озеру идет в ту сторону. Там, насколько мне известно, это старик из или старуха из. Вот гора. Там такая ручей и прям болотина такая хорошая. Посмотрим все-таки, потому что, как ни крути, сейчас такая засуха. И даже тут болото не слишком уж заболочено. Короче, сейчас болотина начинается. Примерно 800 метров продлится. Потом стоянка будет примерно через 1,5 километра. Вот. Пойдем без отдыха или передохнем? Я думаю, передохнуть лучше сами. Сейчас? Да. Давайте передохнем. А что нет? Решили отдохнуть. Потому что сейчас будет длительная болотина. Почти километр. И вот, думаю, пока что тут отдохнуть маленько. Минут 10-15 на берегу речки Балбанью. Чувак говорит, лучше не пить отсюда воду. Все. Там оленевод дальше стоят, есть много оленей, там лошади. В воду, наверное, какают. Это просто восхитительно. Как же красиво. Оп, оп, оп. Мягонько. Так, сейчас надо будет батарейку поменять. Так, пропустити. Оп-оп. Оп. Так, вот мы подходим к раз таки гора Старик из и вот Старуха из. Две горы. И мы практически уже вышли. Прошли болотистую часть. Скоро выйдем на дорогу. Наверное, самую сложную болотистую часть мы пришли. Но впереди еще брод будет. Да, брод у нас через это. Через Балбанью будет, да? Да, подальше. Да. Все, мы выходим на сухой участок. Наконец-то. Ну там? Упали. Где упали, там стоянка. Здесь. Здесь? Прям подходим. Так,
Тут информация. Старуха и старик. Из Малобанты справа впадает речка Сюразья, Русь, вытекающая между вершинами Старуха и старик из долины Гюря-Гуач. Вот она, долина как раз таки. Вот старуха, вот старик. А на картах, кстати, наоборот обозначено, это перепутано. Так-то вот это старуха из, а вот это старик из. Не случайно долина между стариком и старухой носила название Долины предков. Вот она, Долина предков. Так, ребята, Долина предков. Вот наша дружная компания. Вон, я вижу, пермяки идут еще. Кировчане. Кировчане, пермяки. Здравствуйте, здравствуйте. А что вы не по болотам пошли? А что не по болотам пошли? Что, не по болоту? Да. А вы по болоту пошли? Да. И как? Нормально? Мы не настолько любим болото. Нет. Я смотрю, ноги сухие. Да. Ну как, немножко сыроватые. Ну там практически нету болота. Нормально. Добро пожаловать в Долину предков. Спасибо. Это что за русалки? Приполярные. Все, водички набрала. По ходу дела пора уже доставать микрофон, потому что ветер тут довольно-таки сильный. Наверное, меня плохо будет слышно. Ну, хотя камера ветер держит. И такой. Народная вся в обувь. Озеро Малой Балбанты. Начинается задание. Долине предков. Предков как раз этот молочный. Ну блин, больше 10 километров. Вот мы утром просыпаемся, когда вот это небольшое стадо пасется прямо на Крумнике. Пастухов никого нет. Все истоптано. Здесь такое типа пастбище оленя. Все истоптано оленями. Вон там живут оленеводы местные. Оленей сейчас нету, видать, ушли пастись. Тут северные олени, ребята. Целое стадо. Есть дикие, есть домашние. То есть того и другого хватает. Надеюсь, увижу. По ходу дела нету препятствия. Речка где? А ее нету. Все пересохло. Тут было водное препятствие из ручья. И вот он высох. Практически. Наверное, вот там вот стоит перейти. Там мелко. Вот, пойдемте. Главное, иди быстро. Надо маленько спускаться, а то мы сейчас не туда уйдем. Уйдем на Карпинского какого-нибудь. Я думаю, что туда лучше спуститься. Так она туда. Вот. Вот это, да. Я думаю, ты пролевую. Ребята, там, видать, решили остановиться на обед. Где пермяки. Вова с Никитой. Кировчане тоже решили, наверное, остановиться.
Но если бы мы тоже пообедали, то сейчас было бы сложно подниматься на полный желудок. Потому что подъем тяжелый, с тяжелыми рюкзаками. Тут все вверх, вверх. Сначала болото. Сейчас вот порой по куруму идти мелкому приходится. Фух, тяжко. Тут даже плечи чувствуют тяжесть уже рюкзака. Хотя, по сути, они у меня не чувствовали его. Мы устроили привал. Едим ягоды. Тут где-то голубика была. А Ваня шикшу ест. Она же водяника, вот она. Ты водянику, да, ты ешь черненький, да, который? Она хорошо удаляет жажду. Брусника пошла, но она еще вот не созрела до конца. Ох, ребята, жалко вам вкус не передать вот этого всего. Волшебство. Голубика с видом на Народную и на Карпинского. Вот это мы прошли, оп-оп-оп, и мы сейчас вот тут вот на отметке 8 километров мы преодолели уже половину пути, даже чуть больше. А мы пройдем тут вот еще 2 болотины будут впереди, и вот тут стоянка. На этой стоянке мы станем на перекус. 2 километра нам до стоянки. 2 километра до стоянки. И потом мы так оп-оп-оп идем. Нам останется 5 километров до нашей стоянки основной. Вот здесь вот. Мы пообедали и сейчас отправляемся дальше. Осталось. Сколько нам осталось? 5 километров. 5 километров. 5 километров до нашей стоянки. Это нам, получается, сейчас нужно вот так вот вжух за эту гору зайти и там еще пройти. Через брод надо будет проходить. Видите, по камням. Опять встретились с ребятами из Кирова. Кировчане тоже выдвигаются. У нас, в принципе, завтра такой же план, как и у них. И они тоже останавливаются на Валдике, как и мы. Ну вот она, каменная река. Надо вон за ту гору нам зайти, там немного пройти, и у нас будет наш лагерь на сегодня и на завтра. Ну, хотя посмотрим, может и на послезавтра, да? Я говорю, если завтра будет заливать дождь, то нам придется остаться еще по ходу дела. Невероятно. Куром пошел. Такой. Какой глубокий брод! Вот и на устье реки Балганье.
Осталось еще немного. Пару километров, наверное, до нашего лагеря. Сейчас вам в то ущелье надо вот зайти. Там озеро Тейс будет, где у нас будет кемпинг на сегодня и на завтра, как я уже говорила. Все тело охеревает от этих 14 километров преодоленных с таким тяжелым рюкзаком, 30 килограммами. Это, конечно, что-то с чем-то. Народную затянуло дождь, там просто поливает очень сильно. Нам сейчас где-то 1,5 километра. Идти как бы небезопасно, потому что мы в тундре, деревьев нету. Ой, о, Господи. Ноги все равно заливает, значит. Низину сядем? Низину сядем? Ну, у меня там была